РБ Лейпциг, где мы выступаем в роли этакого тренера молодежки, продолжает прогрессировать. И в прошлом выпуске, а именно в третьем сезоне этой карьеры, они в целом показали довольно неплохой рост. Но что будет дальше? Давайте смотреть, как пройдет четвертый сезон. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Новая партия молодых футболистов вообще не впечатляющая. Все 5 игроков сгенерированной игрой, им всем по 16 лет, но цены у них 140 тысяч, 340 тысяч, один есть только, который стоит больше миллиона. Но в целом по мелочи, плюс потенциал у них довольно-таки низкий. Ну а итоговый пиковый рейтинг вы сейчас видите на экране. Ничего абсолютно впечатляющего, да даже далеко от впечатляющего. Эти игроки, ну максимум кто-то хоть где-то там в ротации выйдет когда-то. Но, по крайней мере, стоимость у многих выросла довольно шикарно. Один только ниже миллиона стоит. Ну, я думаю, РБ Лейпциг на них что-то заработает. Ну, а как в это время проходил сезон у РБ Лейпцига, давайте сейчас посмотрим. Начинается все не с самой уверенной победы против Майнца 4-2. То, что 2 гола пропустили, это, конечно же, беда. Но зато с ФК Аугсбургом получилось уже не пропустить. А далее Айнтрахт победили со счетом 2-0. В первом раунде Кубка удалось победить Гройтер Фюрт со счетом 3-1. Ну и еще победная серия продлилась матчем против Герты, но прервалась она от Юниона Берлина минимальным поражением. Затем в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов РБ Лейпциг уступил Монако 1-2. Но зато победил в Бундеслиге Штутгарт с минимальным счетом. И затем победил Санкт-Паули 2-1. Но после этого наступила настоящая черная полоса. Сначала проиграли Челси в Лиге Чемпионов с разгромным счетом 4-0. Потом минимально уступили Гамбургу в Бундеслиге. В матче против Милана в той же Лиге Чемпионов скатали на нулевую ничью. Ровно с таким же счетом сыграли против Шальке 0-4 и проиграли Вольфсбургу с минимальным счетом. Но и это не конец. Поражение от Фрайбурга 2-0. И прервалась эта катастрофа победой против Спартака в Лиге Чемпионов 2-0. Затем в 1/16 Кубка Германии скатали на ничью против Хоффенхайма 1-1, но по серии пенальти повезло пройти дальше. Но в Бундеслиге дела лучше не стали. Поражение от ливеркузенского Байера 2-0. Но хотя бы здесь Хоффенхайму удалось победить 3-1. Ну и снова потеря очков в Лиге Чемпионов, поражение от Арсенала 3-0. Затем ничья 1-1 против Боруссии Мönchengladbach, нулевая ничья против Дортмундской Боруссии. А затем еще одно поражение от Байера с минимальным счетом, но это уже был общий этап Лиги Чемпионов. Ну и такое же поражение было против Вердера. Ну а вот удивляться поражению от Баварии, наверное, не стоит. Причем еще и 4-0. Сразу после этого матча те самые молодые футболисты, которых я вам показывал, вернулись в расположение РБ Лейпцига. И тут результаты пошли. Вряд ли это, конечно, связано с возвращением этих футболистов, но сначала РБ Лейпциг переиграл Майнц с минимальным счетом, потом набрали долгожданные 3 очка в Лиге Чемпионов в матче против Рейнджерса, затем минимально победили ФК Аугсбург, переиграли Айнтрахт со счетом 2-1 и забрали 3 очка, разгромив 4-0 Карпаты в Лиге Чемпионов. Этот матч стал заключительным 8-м туром общего этапа Лиги Чемпионов, и РБ Лейпциг, если честно, провалился, но не совсем. 21-я строчка, всего лишь 10 очков, даже наша академка Red Bull Salzburg, как вы видите, сыграла лучше. Кстати, интересный факт, это первый раз, когда мы пересеклись с РБ Лейпцигом в международном турнире. Ну, не буквально пересеклись матчами, а просто играли в одном и том же турнире в один и тот же сезон. Но ладно об этом, продолжим с результатами РБ Лейпцига. Они побеждают Юнион Берлин со счетом 3-1. Потом побеждают Герту с уверенным счетом 3-0, а в 1/8 Кубка Германии проходят команду не из Бундеслиги с уверенным счетом 2-4. Что касается 1/16 Лиги Чемпионов, то РБ Лейпцигу досталась местная немецкая команда Штутгарт, и в первом матче они победили 2-1. А вот в Бундеслиге буквально в следующем матче скатали на ничью 1-1. И снова матч против Штутгарта, и снова победа 4-1. Общий счет 6-2, и РБ Лейпциг проходит в 1/8 стадию. У меня вообще впервые такая история, чтобы клуб играл 3 матча подряд с одной и той же командой. Набор очков в Бундеслиге все так же продолжает. Минимальная победа над Санкт-Паули. И разгромнейшая, уверенная победа над Гамбургом 5-0. Но вот Шальке 04 забирают всего лишь 1 очко. А в 1/8 Лиги Чемпионов достается мадридский Реал, и уже первый матч заканчивается поражением 3-0. Что касается Бундеслиги, то тут все нормально. Побеждают Фрайбург со счетом 2-0, потом Хоффенхайм еще крупнее 3-0. Одним голом решили еще и судьбу матча против Вольфсбурга, ну а в ответ на матч против мадридского Реала снова поражение 2-0, общий счет 5-0 и опять позорный вылет с Лиги Чемпионов. И еще более позорное поражение от Байера, 5 безответных голов.
После этого прерывается путь РБ Лейпцига в Кубке Германии. На стадии четвертьфинала проигрывают Мюнхенской Баварии 1-3. Еще и упускают очки против Мюнхен-Гладбахской Боруссии 2-1. Но с Боруссией Дортмунд уже совладали 3-0. И с таким же счетом, но только уже в гостях, победили Вердер. Ну а последним матчем сезона стала снова встреча с Баварией и очередное поражение 1-4. Сезон для РБ Лейпцига, однако, получился провальным. Всего лишь 6-я строчка и пролетают мимо Лиги Чемпионов в следующем сезоне. 62 очка. Не хватило на самом деле немного. В целом получился довольно закономерный результат. Что атака, что оборона примерно сыграли на одном и том же уровне, поэтому удивляться 6-й строчке не стоит. Здесь удивляться стоит, почему так слабо на самом деле сыграли. В гонке бомбардиров Бундеслиги всего лишь на 16-й строчке игрок РБ Лейпцига. 14 голов. Это очень слабо. Зато по ассистам, на удивление, игрок есть на 5-й строчке, отдавший 13 голевых передач. Вот это уже было неплохо. Вот такой вот состав был у РБ Лейпцига на момент начала этого сезона. А таким он стал после его завершения. Команда, конечно, провалилась, но что касается состава, средний рейтинг стартового состава вырос почти что на единицу, то есть 85,4, это хорошо. Игроки спрогрессировали на плюс 9 рейтинга, а вот средний рейтинг команды все так же остался 85. Тут пока что команда не выросла, ну тем более учитывая, какие там были слабые игроки из молодежки, которых я вам показывал. Это и не удивительно. Удивительно, что вратарь, единственный из молодежки, который прошел через нашу команду, у него рейтинг срегрессировал уже до 75. Парню, если что, 18 где-то или сколько лет. Но опять же, это проблема разрабов, то, что они сделали какую-то фигню, и из-за этого игроки, которые слишком резко выросли, будучи молодыми в рейтингу, они почему-то откатываются обратно. Я, если что, делал запрос скаута по поводу его рейтинга, и нет, он не на пике, у него есть потенциал. Значит, со временем как-то все равно начнет расти, или как это работает. Ну, короче, очень странно. Но я еще, кстати, удивлен, а почему РБ Лейпциг нового вратаря не купил? Разве их вратарь с 75-м рейтингом устраивает? Ну, странно. Как и в целом весь сезон это для РБ Лейпцига. Вылетели в четвертьфинале Кубка Германии, это вообще самое лучшее их достижение с тех пор, когда я начал делать вот эти обзоры сезонов РБ Лейпцига. В чемпионате почему-то скатились сильно вниз, ну а в Лиге Чемпионов, ну, вылет в 1/8 стадии, здесь, наверное, больше провал то, что они так слабо в общем этапе сыграли. Ну а в следующем сезоне их ждет Лига Европы уже. Но что касается нашей команды, то есть Red Bull Зальцбурга, который здесь у нас выступает в роли академки, для нас сезон тоже сложился не лучшим образом. Мы своему заклятому противнику уступили чемпионскую гонку, то есть Rapid стал чемпионом, причем буквально нам не хватило 1 очка, хотя опять же у нас одна из лучших атак в лиге, одна из лучших оборон в лиге, причем оборон даже сильно лучше, чем у Рапида, но, к сожалению, чего-то нам таки не хватило. В Кубке Австрии мы вылетели на 3-й стадии, то есть в полуфинале, причем сетка у нас была максимально хардкорная, что в 1-й стадии, что во 2-й стадии, что в той же 3-й стадии нам попадались местные сильные клубы, а вылетели мы, скатав на ничью по серии пенальти. Увы, тут трофея мы тоже не заработали. Но в Лиге Чемпионов, как вы видели, в общем этапе мы сыграли даже лучше РБ Лейпцига, также вышли в 1/16 стадию. В той же 1/16 стадии мы выиграли Ювентус, сначала их выиграли 2-0, потом выиграли с минимальным счетом, это отличный результат. Ну а дальше мы, как и РБ Лейпциг, вылетели в 1/8 стадии. Проиграли Интеру первый матч 2-0, а вот второй сыграли на нулевую ничью, всего лишь со счетом 2-0. Надеюсь, что после такого неудачного сезона РБ Лейпциг оправится, снова взлетит в той же таблице Бундеслиги, и может мы наконец-таки увидим какой-то трофей от них. Ну, будем в это верить. Ну и надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом, нажимайте на колокольчик для уведомлений, и желаю вам успеха, и надеюсь, увидимся в следующем выпуске.